Густой туман рассеивается над острыми пиками Анд, и вдруг из облаков проступает город. Не развалины, не руины. Целый шедевр из тысяч идеально подогнанных камней, который висит на краю пропасти на высоте 2,5 километров. Ни одного шва, ни капли раствора. Камни лежат так плотно, что между ними не просунуть даже лезвие бритвы. А вокруг только ветер, орлы и тишина, которой уже 600 лет. Как, черт возьми, люди без колеса, без железа и без единой письменной инструкции смогли возвести это невозможное чудо посреди неба? Сегодня мы разберемся, как построили Мачу-Пикчу. Шаг за шагом, камень за камнем. И вы почувствуете тот самый трепет, который испытал каждый, кто впервые увидел этот город-призрак. 1911 год. Американский профессор Хирам Бингем в пробковом шлеме пробирается сквозь непроходимые джунгли Перу. Влажность такая, что воздух кажется живым. Лианы цепляются за ноги, как пальцы призраков. С ним местный мальчишка по имени Паблито, который ведет его по едва заметной тропе, заросшей за столетия. Бингем ищет потерянный город инков, легендарную Вилькабамбу, последнее убежище, где инки якобы прятались от испанских конкистадоров. Он уже прошел сотни километров, потратил целое состояние, потерял здоровье. И вот, на высоте 2430 метров над уровнем моря, туман внезапно рассеивается, как театральный занавес. Перед ним не просто руины. Перед ним целый город, который выглядит так, будто его покинули вчера. Более 200 зданий, тысячи идеальных каменных лестниц, террасы, уходящие вниз на сотни метров, храмы с окнами, идеально вырезанными под солнце, фонтаны, которые когда-то журчали, дворцы с нишами для золотых статуй. Все это спрятано в складках гор, как сокровище в ладони великана. Бингем замер. Он думал, что нашел Вилькабамбу, но ошибся. Это было нечто гораздо грандиознее – Мачу-Пикчу, город, которого официально не существовало в истории. Испанские конкистадоры в XVI веке прошли буквально в нескольких километрах ниже по долине Урубамбы. Они жгли деревни, требовали золота, записывали в хрониках каждую мелочь. Но про этот город ни слова. Ни одной записи в их летописях. Почему? Потому что инки спрятали его намеренно. Они выбрали место так хитро, что с любой тропы внизу город сливается с горой. Облака и туман – их союзники. Как будто древние инженеры знали секрет невидимости. Снизу в долине вы смотрите вверх и видите только зеленый склон и скалы. А наверху, в облаках, целая цивилизация. Сегодня, спустя больше века, мы знаем – это не просто город. Это 80 тысяч гектаров охраняемой территории, 3000 ступеней, которые соединяют уровни, как гигантская каменная лестница в небо. Здесь были жилые кварталы для простых работников, священные храмы для жрецов, королевские покои для императора. Археологи нашли остатки керамики, инструменты, даже мумии. Но самое поразительное – город построен всего за 20-30 лет. Для сравнения, Нотр-Дам в Париже строили почти 200 лет, а здесь, в горах, без машин, без металла, без чертежей на бумаге, целый шедевр за одно поколение. Это не строительство, это волшебство. Или парадокс, который до сих пор не дает покоя ученым. Бингем вернулся в мир и объявил открытие. Но настоящая тайна только начиналась. Почему город забросили? Кто здесь жил на самом деле? И как, черт возьми, они это сделали? Мы разберемся. Но уже сейчас, вспоминая этот момент открытия, вы чувствуете, Мачу-Пикчу – это не просто руины. Это приглашение в прошлое, где люди творили невозможное. И это только начало нашего путешествия сквозь века. Все началось с одного человека, чье имя до сих пор звучит как заклинание – Пачакаутек. 9-й Сапа Инка, император которого звали «Тот, кто переворачивает мир». 1438 год. Империя в кризисе. Соседние племена нападают, границы трещат, народ в страхе. Молодой принц Пачакаутек берет власть
и за считанные годы превращает крошечное горное царство Куско в огромную империю Тауантинсую, землю 4 частей. От современного Чили до Колумбии, от Тихого океана до джунглей Амазонии. Более 10 миллионов подданных, дороги длиной 1000 километров, мосты через пропасти, склады с продовольствием на случай голода. Мачу-Пикчу стал его личным, самым сокровенным проектом. Ни столицей, ни военной крепостью. Это была королевская резиденция, летний дворец в облаках. Место, где император мог отдыхать от войн, общаться с богами, принимать гостей и демонстрировать свою божественную силу. «Смотрите», как будто говорил он своим подданным, «я могу построить город там, где орлы не летают». Это был символ новой эры империи. Инки использовали систему МИТа, всеобщую трудовую повинность. Каждый взрослый мужчина от 18 до 50 лет обязан был отработать несколько месяцев в году на благо империи. Не рабы, свободные люди, которые получали еду, кров, одежду и честь служить Сапа Инке. Тысячи рабочих пришли со всей империи: каменотесы из Куско, земледельцы из долин, астрономы из высокогорья, инженеры, знающие секреты воды и камня. Женщины ткали одежду, готовили еду, растили детей прямо на стройке. Дети собирали мелкие камни. Каждый день на склоне горы тысячи человек. Они поют ритуальные песни, чтобы боги помогли. Жрецы приносят жертвы. Инженеры измеряют углы с помощью веревок и отвесов. Никто не получал денег. Деньги у инков не были изобретены. Получали уважение, защиту, место в истории. Пачикаутек лично приезжал инспектировать. По легендам, он указывал пальцем: «Здесь будет храм солнца». И через неделю план воплощался. Это работало, потому что инки понимали психологию. Труд был священным долгом. Отказаться значит оскорбить богов и императора. А в награду — стабильность, еда, защита от врагов. За 20-30 лет проект был завершен. Для сравнения, современные мегапроекты вроде небоскреба Бурдж-Халифа строят годы с тысячами машин. Здесь только руки, воля и вера. Пачикаутек умер в 1471 году, но его город продолжал жить. Он стал местом, где императоры после него проводили ритуалы, где рождались наследники, где решались судьбы империи. Никто из простых людей не оставил записей, все передавалось устно, поэтому мы до сих пор гадаем, был ли это просто дворец или еще и священный центр. Пачикаутек перевернул мир и оставил нам камень, который не перевернуть. Инки не бросали монетку и не гадали на костях. Они выбирали место с точностью хирурга. Мачу-Пикчу стоит на узкой седловине между двумя священными вершинами – Мачу-Пикчу, старая гора, и Уайна-Пикчу, молодая гора. Река Урубамба внизу делает идеальную петлю, словно змея, которая охраняет сокровища. С любой точки города открывается вид, от которого захватывает дух. Облака плывут ниже тебя, орлы парят на уровне глаз, а солнце встает точно между пиками. Это было сакрально. Инки верили в Апу, духов гор. Каждая вершина — живое божество. Строить здесь значило заключить союз с самими богами. Плюс астрономия. Город идеально вписан в ландшафт так, что в дни солнцестояния тени падают точно на алтари. Ученые называют это сакральной географией. Геология — еще один гениальный расчет. Здесь гранитный батолит, огромная природная скала, которую миллионы лет трескала природа. Инки не тащили камень за сотни километров, как в Египте, они вырубали его прямо под ногами. Карьеры были в нескольких метрах от стройплощадки. Готовые трещины использовали как направляющие. Рабочий бьет молотком по естественной линии разлома, и камень откалывается идеально. Экономия сил колоссальная. К тому же место защищено от наводнений. Река внизу, но город высоко. Ветер уносит влагу, туман дает воду. Почва на террасах плодородная. Здесь можно было жить годами, не боясь голода или врагов. Испанцы прошли мимо именно потому, что снизу город не виден,
Он сливается с рельефом. Как мираж, как иллюзия. Это точка пересечения линий силы. Инки проводили невидимые энергетические линии между священными местами. Мачу-Пикчу лежит точно на одной из них. Жрецы чувствовали это интуитивно. Они проводили ритуалы, чтобы разбудить гору. И гора ответила, дала камень, дала воду, дала защиту. Современные геологи и археологи восхищаются. Выбор места был идеален с инженерной, экологической и духовной точек зрения. Никаких случайностей. Пачакаутек или его жрецы-астрономы провели годы в расчетах. Они не покоряли природу, они стали ее частью. И поэтому город стоит до сих пор, хотя вокруг все менялось. Это не просто место, это живой организм, созданный гением древних. Инки строили не просто дома, они строили гигантский каменный календарь, который работал без единой цифры. Главный объект – Интихуатана, место, где привязывают солнце. Это полированный гранитный столб высотой в человеческий рост. В день весеннего и осеннего равноденствия тень от него исчезает полностью. Солнце встает точно над ним, и камень как будто растворяется в свете. Жрецы проводили здесь ритуалы. Привязывали солнце веревками символически, чтобы оно не ушло слишком далеко. Тысячи людей в ярких одеждах, музыка флейт, дым от благовоний, и солнце послушно следует по пути, предсказанному камнем. Храм солнца — Торреон. Круглая башня с окном, вырезанным так точно, что первый луч зимнего солнцестояния падает прямо на алтарь внутри. В этот день жрецы объявляли «Солнце возвращается», и начинались праздники. Рядом храм 3 окон, ориентированный на восход в ключевые даты. Каждое окно ловит свет определенной звезды. Весь город как огромные солнечные часы. Террасы, улицы, даже жилые дома выстроены под углами, которые соответствуют движению небесных тел. Они предсказывали затмение, сезоны дождей, время посева. Без телескопов. Только наблюдение веками и камни как инструменты. Как они это делали без письменности? Ответ – устная традиция и практические эксперименты. Жрецы-астрономы жили здесь годами, записывая в памяти каждый восход. Город был их лабораторией. В дни солнцестояний сюда приходили тысячи паломников со всей империи. Это было не просто наблюдение, это был диалог с богом солнца Инти. Сегодня ученые с лазерными приборами подтверждают точность до долей градуса. Современные обсерватории завидуют, а инки делали это в 15 веке на высоте, где воздух разреженный и звезды кажутся ближе. Мачу-Пикчу — это не город. Это машина времени, сделанная из гранита. И она до сих пор работает. Каждый год 21 июня сюда приезжают тысячи людей, чтобы встретить рассвет. И солнце, как и 6 веков назад, встает точно в нужном месте. Камни. Некоторые блоки 50-60 тонн. Гранитные монолиты размером с грузовик. Как их подняли по почти вертикальному склону на высоту нескольких сотен метров. Без колеса, без лошади, без железных кранов, без взрывчатки. Ответ одновременно простой и невозможный. Люди. Тысячи организованных, мотивированных людей. Инки строили временные земляные рампы под углом 10-15 градусов. Длина таких рамп иногда достигала километра. Под камень подкладывали деревянные катки, бревна из твердых пород. Обвязывали канатами из волокон агавы, прочнее стали того времени. И тянули. Кричали хором, пели ритуальные песни, чтобы придать сил. Один блок — 200-300 человек одновременно. Археологи провели реальные эксперименты. В 90-х годах 20 человек легко сдвинули 10-тонный блок по такой рампе. Масштабируйте до 1000, и вот вам 60 тонн. Плюс вода. Поливали дорогу глиной, она становилась скользкой, как лед. Камень шел легче, трение уменьшалось в разы. Они использовали рычаги из дерева и камня. Поднимали блок на несколько сантиметров, подкладывали подпорки, снова поднимали.
сантиметр за сантиметром. Ночь. Факелы горят, тысячи рук тянут канаты, пот льется ручьями, а камень медленно ползет вверх, как живое существо. Карьеры были рядом, это спасало. Но все равно. Некоторые блоки тащили сотни метров по склону. Без единой аварии. Ни один человек не раздавлен, по археологическим данным, потому что дисциплина была железной. Инженеры заранее рассчитывали маршрут, жрецы благословляли каждый этап. Инки не изобрели колесо, им оно было просто не нужно в горах. Колесо бесполезно на крутых склонах, а человеческая воля — нет. Это была их суперсила. Современные инженеры признают, даже с нашей техникой повторить такой подъем без повреждений камня — вызов. А они делали это ежедневно, годами. Гениально? Это уже за гранью человеческого. И каждый камень наверху — молчаливое доказательство. Камни на месте. Теперь самое невероятное. Как их подогнали так, что стены стоят 600 лет без раствора и без единой трещины. Инки брали бронзовые и каменные инструменты — зубила, молотки, шлифовальные камни. Метод пробы и ошибка. Клали блок, смотрели щель на свет, снимали микрон за микроном, снова клали. 1000 часов ручного труда на каждый стык. Результат — стены из полигональной кладки, камни разной формы, но идеально подогнанные. Между ними не проходит даже лезвие ножа. Это не просто красиво, это сейсмостойко. Когда трясет землю, а в Андах землетрясения часты, камни слегка танцуют. Они сдвигаются на миллиметры, гасят энергию, а потом возвращаются на место под собственным весом. Как пазл, который сам собирается. Ни одна стена не рухнула за века. Техника называется ашлар – идеальная подгонка. Современные архитекторы изучают ее для небоскребов в Японии и Калифорнии. А инки делали это без компьютеров. А террасы – более 700 платформ. Каждая инженерный шедевр. Снизу крупные камни для дренажа, потом мелкий гравий, песок, плодородная земля. Террасы не только кормили город кукурузой, картофелем, киноа. Они удерживали гору от оползней, отводили воду во время ливней и гасили толчки землетрясений. Гора пыталась стряхнуть город. Город ответил: «Не сегодня». Утром туман, днем солнце жарит, ночью холод. Но стены держат тепло, террасы дают урожай. Каждое здание — часть целого. Дворцы для знати с нишами под золото, дома для работников проще, но такие же прочные. Это была не просто стройка, это была симфония камня. Ученые до сих пор спорят, как они добивались такой точности без лазеров. Ответ — терпение и опыт поколений. Каменотесы передавали секреты от отца к сыну. И результат — шедевр, который пережил испанцев, революции и время. Последний штрих, который делает Мачу-Пикчу живым организмом — вода. Инки нашли природный источник высоко в горах, в нескольких километрах выше города. Провели каменный акведук длиной почти 2 километра. Ни одного насоса, только гравитация и точный уклон — 3 градуса. Вода текла самотеком, чистая, холодная. 16 фонтанов по всему городу. Каждый следующий ниже предыдущего ровно настолько, чтобы струя била идеально. Жители мылись, пили, проводили ритуалы очищения. Под террасами сложнейшая дренажная система. Каналы, трубы из камня, фильтры. Вода уходила вниз, не размывая почву. Город мог существовать вечно, даже в засуху. Вы стоите у фонтана, пьете воду, которая текла здесь 600 лет назад. Время останавливается. И вдруг пустота. Около 1530 года. Испанцы еще не дошли до этих гор, но они принесли оспу и другие болезни. Эпидемия выкосила миллионы инков. Империя Пачакаутека трещала по швам. Гражданская война между братьями-наследниками, голод, хаос. Мачу-Пикчу опустел за считанные годы. Жители ушли тихо, унеся с собой золото, ткани, знания. Оставили только камни и фонтаны, которые продолжали течь. Испанцы так и не нашли город. Он исчез из карт и хроник.
До 1911 года, когда Бингем буквально споткнулся о него. Почему именно так? Теории разные. Возможно, это был секретный ритуальный центр, и после смерти Почекаутека он потерял смысл. Или просто жертва эпидемии, но вода все равно течет. Археологи восстановили акведук, и сегодня он работает. Как будто город ждет возвращения хозяев. Это последняя тайна. Город построили гении, но даже гении не смогли противостоять болезням из другого мира. Мачу-Пикчу остался стоять как напоминание. Величие может исчезнуть за годы, но камень и вера вечны. Мачу-Пикчу — это не просто руины. Это доказательство. Доказательство того, что человек может быть больше, чем его инструменты. Что терпение, наблюдение за природой и коллективная воля способны творить невозможное. Мы летаем в космос, строим небоскребы из стекла и стали, а они строили вечность из камня и веры. И их город стоит до сих пор. Каждый раз, когда вы смотрите на эти стены, помните, здесь когда-то жили люди, которые считали горы живыми, солнце отцом, а камень партнером. И они были правы. Мы до сих пор учимся у них. Если это видео заставило вас почувствовать трепет, поставьте лайк. Это лучшая благодарность древним мастерам. Подпишитесь и нажмите на колокольчик. В следующих роликах мы раскроем новые тайны. Как инки построили Саксаю-Аман из 200-тонных блоков, почему Назка рисовала линии, видимые только с неба, и куда на самом деле исчезла Золотая империя Эльдорадо. Впереди еще много невозможного. До встречи на вершине следующей загадки.